Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, уделим внимание порче, уделим внимание зависти, сглазу. Поговорим о том, как это может влиять на вас, а также поговорим о том, как с помощью одной буквально практики вы можете изменить свою жизнь и вернуть все зло, порчу, сглаз обратно вашим завистникам, вашим недоброжелателям. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, потому что будет очень много важной и ценной информации. Все вы знаете, что каждое слово обладает особой энергетикой, и наши предки умели использовать силу слова. Можно назвать очень много примеров, когда вы, возможно, чувствовали себя возвышенно от того, что кто-то вас похвалил. Даже это было и в детстве, и в взрослой жизни, но можно вспомнить моменты, когда слово приводило к тому, что у вас, к сожалению, опускались руки, и уже давно доказано, что энергетическая сила слов, она очень велика. Поэтому от вас зависит, как вы эту силу используете. Это будет либо во благо окружающим, а может быть и наоборот. Если обратить внимание на слова, такие как ругательство, то вы должны понимать и то, что они причиняют очень большой вред человеческому биополю. Ну а если у человека еще и слабое биополе, то такие слова вызовут у него депрессию, либо заставят сомневаться в своих возможностях. В результате этого у него начнет развиваться ряд комплексов. Вспомните о том, как в вашем окружении есть люди, которые любят что-то, какую-то гадость вам сказать, подшутить. И вы понимаете и осознаете уже на подсознательном уровне, что вы боитесь это сделать, это сказать, потому что вас осудит ваше окружение. Слова, которые вы сказали во гневе или, например, позавидовали успехам человека, который чем-то лучше вас, способен нанести ему непоправимый вред. То же самое касается и вас. Если вам кто-то позавидует, это принесет большой вред и вам. От такого негатива страдает не один человек в наше время. Очень часто мы причиняем вред как себе, так и своим близким людям именно словами, необдуманными, которые на первый взгляд кажутся безобидными, забывая о той силе, о той энергии, которая таится в словах. Но не только слова могут оказывать негативное влияние на человека, но и такие явления, как зависть, как сглаз, порча, прокляны, что несет в себе очень уже серьезный энергетический посыл. Итак, людская зависть. Это, вы знаете, людская зависть – это основная причина порчи и сглаза того, кто более успешен и счастлив. Что же такое энергетическая атака и как можете вы ее избежать в повседневной жизни? Итак, зависть – это очень коварное, неконтролируемое человеческое чувство, которое возникает уже на эмоциях. Данного человека гложет досада от того, что не он, а кто-то успешный и благополучный человек. Зависть подталкивает человека на неблагоприятные поступки, начиная от сплетен, ссор и заканчивая постоянным неудовлетворением в любой ситуации. Поэтому, чтобы у вас все было хорошо, мы уже неоднократно с вами говорили об этом, но давайте еще раз проговорим. Не стоит делиться своими успехами с окружающими вас людьми, потому что не все способны это оценить и порадоваться за то, что у вас все хорошо и что вы способны добиваться таких успехов. Поэтому ваше молчание – это ваше золото. И вообще научитесь поменьше рассказывать и о себе, и о своих близких, и родных. Сколько вы получаете, где вы работаете, кем вы работаете, какая ваша зарплата, сколько муж зарабатывает, сколько ваши дети, внуки, где учатся и так далее, и так далее. Вы вроде как сказали, но вы должны понимать и то, что в один момент это может сработать против вас. Помните о том, что только ваша семья, там, куда вы приходите домой, где вас поддерживают, где понимают, это действительно те люди, с которыми вы можете делиться. И то бывают случаи, что в одной семье люди живут, но и каждый член семьи не знает, сколько другой зарабатывает. Это, конечно, уже философия, мы можем много говорить, но все же.
Давайте поговорим о сглаз. Сглаз – это уже у нас что, друзья? Это результат зависти. Сглаз – это когда один человек иногда непреднамеренно, а иногда и осознанно воздействует на другого человека. Это объясняется тем, что в первом случае энергетика данного человека не подчиняется его воле, не контролируется ими, и таким образом оказывает влияние на другого человека. А во втором случае данный человек оказывает на вас влияние, так как имеет более сильную энергетику, чем у вас. Но вы должны понимать и то, что и в одном, и во втором случае это создает именно вам проблемы. Порча – это когда осознанно и подготовленно ваш недоброжелатель, завистник, оказывает негативное влияние на конкретного человека, используя влияние со стороны, такие как ритуалы, подклады и так далее. Конечно, очень страшно, когда порчу наводят целенаправленно. Тогда человек подвергается определенным функциям. Например, у него не получается наладить определенные отношения ни в семье, ни на работе, ни с друзьями. И человек делается материально неблагополучным, когда приходится о карьере просто-навсего забыть. Начинают одолевать долги, происходят неприятные жизненные события, и жизнь ни с того ни с сего начинает рушиться. Ранее у удачливого и у благополучного, счастливого человека полностью меняется жизнь и, к сожалению, в худшую сторону. Как же проявляется вред от различного вида энергетического влияния на человека? Зависть – это когда причиняется неприятность одним человеком другому. Такому человеку проще ничего не делать, а просто завидовать, чем попытаться что-то изменить в своей жизни. Она ломает не только карьеру человека, но и часто судьбу, так как распускаются сплетни о человеке, а значит создается не только отрицательный образ, но и притягиваются сильные потоки негатива, которые разрушают жизнь такого человека. Порой не только после такого невозможно изменить мнение окружающих, как бы этого ни хотелось, но и приходится много потрудиться для того, чтобы убрать этот негатив. То же происходит в результате сглаза. Человек может заболеть, травмироваться, из благополучного человека превратиться в действующего. Если вам пожелают здоровья человек недоброжелательный, так и стоит ждать обратной реакции. Даст совет вроде бы и неплохой, а как результат какие-то несчастья, проблемы и беды в доме. Поэтому очень важно, чтобы вы выставляли защиту от сглаза. Порча – это обязательное присутствие сильных энергетических проблем в вашей жизни. Это может быть и расстройство нервной системы, это может быть бессонница, это может быть и смена жизненных приоритетов, проблемы со здоровьем. Человек полностью меняет после такого вмешательства свой стиль жизни, порой теряя к тому, что было ранее ему интересно. Причиной этих негативных вмешательств могут быть неудачный брак, успех и карьера на работе, материальное благополучие и многое-многое другое. И вы зададите, конечно же, вопрос, а в чем же опасность такого негатива? Дело в том, что ни один человек не может отказаться от материальных благ, любви близкого человека, продвижения по карьерной лестнице и так далее. Почему? Потому что это является целью любого человека, а значит, любой человек может быть объектом для таких негативных явлений. При этом никто не знает, откуда будет направлен негативный энергетический посыл. Очень часто недоброжелателями, как правило, стают близкие люди, становятся родственники и друзья, те люди, которым вы доверяли и делились самым сокровенным. Здесь, конечно же, все зависит от того, какое биополе имеет человек, насколько оно сильно, чтобы противостоять негативу, а также и то, какой энергетической силой обладает ваш недоброжелатель. Главное, конечно, что делать? Своевременно противодействовать негативу. Правда, есть правила, которые способны вас защитить и отразить энергетические атаки. Итак, правило первое, друзья. Не нужно выставлять свою жизнь на показ, дабы не провоцировать ваших врагов, ваших завистников и ваших недоброжелателей.
Далее, ваши планы должны касаться только вас. Не нужно делиться ними с людьми, которых вы мало знаете. Даже если вы на работе уже проработали 10, 15, 20, а то, возможно, и 30 лет, это не повод всем и все рассказывать, потому что человек вам может улыбаться, говорить добрые, милые слова, а в результате в один день вы можете узнать такое, что волосы станут дыбом. Чтобы этого не было, пожалуйста, ваш язык – это ваш враг. Помните об этом. Также старайтесь в своей жизни использовать амулеты, обереги, талисманы. Их большое достаточно количество. Это может быть красная нить на руке. Она поможет не только исполнить ваши желания, но и будет сильной защитой для вас. Она не только отвлечет внимание вашего недоброжелателя на себя, но и защитит от его энергетического влияния. Вы ее можете сделать сами, своими руками. Для этого нужно обычная шерстяная нить, главное красного цвета и главное из шерсти. Из нее нужно сплести косичку и обмотать вокруг запястья левой руки, при этом завязав на 3 узла. Создавая такой вот амулет, желаете обязательно себе в этот момент успеха, счастья, благополучия, а слова должны быть искренними и от души. Также могут быть любые амулеты и обереги, которые вы сами создадите. Бывает так, что люди на интуитивном уровне ощущают, что в данный момент им нужно сделать, например, какой-то бантик или что-то завязать, знаете, это неспроста, это вы на подсознательном уровне защищаете себя. Или можете купить, например, в магазине. Это могут быть серебряные изделия, это может быть сердолик, который поможет вам справиться с любым негативом. Его нужно иметь, конечно же, при себе. И все вы знаете, какой силой обладает обыкновенная булавка. Еще наши предки использовали ее от сглаза. Приколоть ее нужно головкой вниз, недоступным для посторонних глаз месте. Правда, обязательным условием является то, что вы должны ее купить сами и контролировать ее. Что мы имеем в виду под словом контроль? Дело в том, что как только она примет на себя вот этот весь негатив, она может поломаться, она может заржаветь, надломиться, потеряться и так далее. Знаете, она взяла весь негатив на себя, и вам срочно нужно восстановить вашу защиту. Также, как вариант, вы можете использовать для своей защиты зеркало, повесив его у входа в дом или в офис. Но не забывайте ежемесячно проводить обряд от сглаза и порчи, очищая обязательно энергетические каналы. Для этого выберите день недели и делайте. Как сделать правильно? Встаньте утром, примите обязательно душ. Далее постарайтесь найти укромное место подальше от дома, где не будет людей и ваших питомцев. Далее станьте лицом к солнцу, поднимите руки ладонями вверх, закройте глаза и мысленно проговорите добрые слова в свой адрес. Затем откройте глаза и почувствуйте, как энергия солнца проходит сквозь ладони, наполняет ваше тело теплом. Далее проговорите такие слова: «Солнце ясное, о помощи прошу, дай мне силу, защити от негатива, отверни недоброжелателей посылы, выстави защиту для меня, за это все благодарю от души тебя». Проговорив эти слова, обязательно поклонитесь солнцу трижды и уходите, не оглядываясь. Вот такой вот ритуал обязательно поможет вам защититься от недоброжелателей и наполнит вашу жизнь спокойствием и счастьем. Бывает очень часто так, что вы чувствуете, что вас сглазили, что вам отправили посылы негатива, и вы чувствуете, как это все достаточно сильно влияет на вас. Это может отражаться и на здоровье, и на отношениях, на работе, в семье. Для этого дела, друзья, вы можете провести одну простую практику. Вам нужно остаться дома, желательно на время проведения этой практики, чтобы вас никто не мешал, не отвлекал, не задавал никаких вопросов. Также, если у вас в доме есть животные, птички, кошечки, пожалуйста, сделайте так, чтобы они вам также не мешали. Что мы делаем? Вам понадобится буквально щепоточка соли. Берите любую соль, которая у вас есть, и возьмите щепотку черного перца, молотого черного перца. Это все нужно взять в руку. Далее
подойти в ванную или в туалетную комнату, где у вас туалет. Далее проговорить следующие слова на эту щепоточку соли и черного молотого перца. Следующие слова: твое лютое зло, порчу негатив возвращаю, себе дороги открываю, достаток приумножаю, да будет так. После этого что нужно сделать? Берем вот эту щепоточку соли и перца, бросаем в унитаз и сразу же смываем. И сразу помойте, пожалуйста, руки с мылом. Если вы живете в частном доме и у вас, соответственно, бывают такие случаи, что в доме нет туалета, в таком случае вы идете на улицу и на улице, в такой вот туалет, да, на улице проводите эту практику. Но возьмите обязательно в таком случае стакан воды. И когда вы бросите вот эту жменю соли с перцем, сразу полейте со стакана воды. После этого идите в дом, обязательно помойте руки, не забудьте помыть хорошо стакан или чашкам. Вот такая, друзья, практика, которая очень вам поможет. А вообще будьте очень внимательны и осторожны. Люди сейчас очень злые и желают другим зла. Вместо того, чтобы работать, думать, трудиться, лучше, как говорится, украсть у другого человека. Это же вроде как легче, но никто не хочет думать о последствиях. А это самое ужасное и страшное. Девочки и мальчики, мы надеемся, наши советы вам помогают. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация была полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся в следующем видео.